казах, который в Нидерландах открывает кофейню. На самом деле был выбор продолжать карьеру в финансах или открыть что-то свое. В чем твой секрет? Мой секрет очень прост. Ты вкладываешь в этот процесс свою душу. Нотки с Перу, нотки с Рванды, фруктовые. С Бразилии взяли немножко шоколадных ноток. Заправили это все казахским гостеприимством, казахским духом и получили уникальный бленд, который мы называли казах-бленд. И как они удивлены, когда не узнают, что ты из Казахстана, что ты открыл какое заведение? Самый распространенный вопрос: у вас в Казахстане нету кофе. Почему кофейня? У нас нет в Казахстане кофе. Но зато мы знаем, как в Амстердаме сделать качественный кофе. Это кофейня, некий микс амстердамского вайба с казахским колоритом. Заходят иностранцы, которые говорят: о, это казахи, это Казахстан, это мы знаем. Сколько стоит открыть кофейню в Амстердаме? Очень сложный вопрос. В Амстердаме начинается ценник. А что было самое сложное? Утром завозил детей в школу, объезжал Амстердам с утра. Я потратил месяца 5-6, чтобы именно локацию найти. Приходил голландец с такой баночкой, и он мне говорит: сделай мне настоящий казахский кофе, но на настоящем ковре молоке. Он был такой счастливый, довольный, и он мне говорит: вот это настоящий вкус казахского кофе. Шикарно. Мы находимся в Северной Венеции, сердце Европы, Амстердаме, который считается одним из самых популярных направлений среди туристов. Но я здесь не для того, чтобы любоваться местными достопримечательностями. Я прилетела, чтобы попить кофе, и не простой, а казахский. Да, вам не послышалось, в Амстердаме есть кофейня в казахском стиле. Открылась она буквально недавно. Ее владелец наш казахстанец Талгат Аубакиров. Давайте же попробуем его напиток. Сәлеметсіз бе? Маған бір латте бола ма? Әрине. Рахмет. Талгат Аубакиров – первый казах, открывший собственную кофейню в Амстердаме. Эта мечта зародилась у него еще в студенчестве, но прежде чем ее осуществить, Талгат выучился на финансового аналитика и более 10 лет проработал в Казахстане. После был переезд в Нидерланды, где он решил кардинально изменить свою жизнь и попробовать себя в кофейном бизнесе. Владелец и одновременно бариста. Сегодня Талгат угощает бодрящим и ароматным напитком по своему уникальному рецепту. Его гости – это местные амстердамцы, туристы и, конечно, наши казахи, для которых казак-кофе стал родным уголком вдали от родины. В кофейню Талгатка мы приходим, в основном потому, что здесь вкусно, если быть честным, объективно. Вот сегодня мы покушали с утра, позавтракали и вот специально приехали попить кофе у Талгата. Специально не пили в другом месте. Шынымен де Талгат өте мықты кәсіпкер бариста. Бұл жер өте күшті. Біз қазақтармен жиналғанын ұнатамыз бұл жерде. Өйткені қазақ кофе өзіміздікі деген сияқты, осы сіздердікі сияқты кездестіріп жатырмыз. Сондықтан осы жерде жақсы көреміз. Амстердамда болсаңыздар, қазақ кофеге келіңіздер. Тамаша. Көп рахмет. They have the best matcha, in my opinion. Я часто бываю в Японии и точно знаю вкус напитка матча. Я хочу отметить, что чай у Талгата просто удивительный. Мне нравится, что Талгат очень дружелюбный. Он всегда поинтересуется, как мои дела. Это бесценно. Я знаю, что в нашем районе многие предпочитают ходить именно в казак-кофе. Это крутое место, и здесь действительно очень хороший кофе. Я часто прихожу сюда, чтобы купить пару пачек кофе с собой. Он дороже, чем в обычном магазине, но мне очень нравится его вкус, оно того стоит. Вообще, я мало знал о Казахстане, но после того, как я познакомился с владельцем и столько услышал, я могу представить, как в один прекрасный день я полечу в Казахстан. Я прихожу в эту кофейню со дня открытия. Я помню, как ребята начинали. Еще не было картин, фотографий, только кофемашина. И каждый раз, когда я приходила, я видела, как появлялось что-то новое. Столики, кресла, сувениры. Я обожаю эту кофейню. Почему Талгат решил открыть именно кофейню? И почему в Амстердаме? Сколько стоит запустить свой бизнес в Нидерландах? С какими трудностями молодой предприниматель столкнулся при открытии кофейни? И есть ли в Нидерландах бюрократия?
а также как конкурировать с местными кофейнями и в чем секрет собственного бренда. А главное, готовит ли Талгат кофе на кобыльем молоке, вы узнаете в этой программе. А пока мой кофе остывает, мы поговорим с владельцем кофейни Талгат. Привет, приятно познакомиться. Привет. Салем. Давайте начнем с небольшой экскурсии. Хорошо. Это входная группа нашей кофейни. Здесь на стене у нас висит картина Шанрах. Мы привезли с Казахстана. Картина – подарок нашей мамы. Для меня кофейня – это уже второй дом. И считайте, что здесь это как бы мой небольшой Шанрах. Классно. На самом деле украшение вашей кофейни. Давайте пройдем дальше. Здесь у нас получается наш кофе, мы его называем Казах Бленд. Это уголок, мы его называем уголок Казахстана. Здесь все, что представлено, это маленькие-маленькие подарки, которые нам сделали наши соотечественники, которые здесь проживают или в Европе, которые приходили, когда мы открывали нашу кофейню и приносили каждый по чуть-чуть. Здесь есть книги Абая на голландском языке, здесь есть небольшая книга, книга про город Алматы, есть зарисовки, картины. Если так смотреть, то это на самом деле карта Казахстана. Восточный Казахстан – это непосредственно то место, где я сам вырос. Это Маркаколь. Мое детство, мое юношество там прошло, и я в первую очередь повесил эту картину, на самом деле. Алматы, рядом с Алматы очень много мест. Это Кульсайские озера, это Медеу. Это наш тоже любимый город, где мы прожили 15-16 лет до переезда в Нидерланды. А были ли среди ваших клиентов те, кто интересовался Казахстаном и после вашей презентации полетели в нашу страну? Конечно, даже были случаи, когда к нам приходили люди, они заходили с порога и видели картины и сразу же говорили: «О, я там был, я знаю». Нам очень приятно, когда люди заходят и говорят: «О, вы казахи, вы с Казахстана, мы были в Казахстане, мы планируем Казахстан». То есть таких очень много людей. Для Амстердама и для всех тех национальностей, которые здесь живут и которых нас посещали, они вот этот вот дух кочевничества, дух свободы очень чисто воспринимали для себя, потому что находили отголосок о себе. А это сердце вашей кофейни. Расскажите, пожалуйста. Это зона рабочая, мы ее так называем, кофейный островок. Мы закупили очень качественное оборудование итальянское для того, чтобы непосредственно нашим гостям давать качественный продукт. Кофемашинка от Ля Марзока. Среди кофейных экспертов, профессионалов Ля Марзока занимает одни из лидирующих позиций. Мы стараемся быть в тренде, мы стараемся не экономить. Изначально, открывая кофейню, мы инвестировали в хорошее оборудование, в качественное оборудование, для того, чтобы с самого начала начать людям предоставлять качественный продукт. Помимо качественного оборудования, конечно же, очень важно вкладывать частичку своей души, верно? Конечно, я с вами полностью согласен, ведь любой кофейный напиток – это не просто смесь кофе, молока. Это в первую очередь любовь, это забота, это профессионализм, это смесь вот всех этих качеств дает именно хороший, правильный продукт. А давайте пройдем небольшой зал. Основная концепция нашей кофейни – это кофе на вынос. Но для наших гостей мы также предусмотрели небольшой зал для того, чтобы люди могли насладиться ароматным кофе. У нас есть две так называемые зоны, которые мы сами разделили для наших гостей. Это зона с небольшими диванчиками, с креслами, где люди могут просто посидеть, отдохнуть, выпить чашечку кофе, послушать музыку, почитать книжку, то есть провести свой досуг. Это зона, рабочая зона, мы ее называем, бесплатный Wi-Fi, отличный кофе, рабочая зона, все, что нужно для людей, которые приходят и работают с ноутбуками. Здесь мы, получается, миксанули казахский стиль, именно взяли казахскую девушку в казахском национальном костюме и также наш брендированный стаканчик Казах кофе. Тем самым мы связываем, получается, наш кофе с казахским колоритом. Если вы также заметили на картине, то картина очень сильно похожа на мою супругу. Казахская девушка, тюльпаны, кофе. Так оригинально. Пройдемте на наш задний дворик. С удовольствием. Этот небольшой задний дворик мы открываем только в хорошую погоду. Здесь очень уютно, очень спокойно, тихо. Люди, которые хотят тишины, они берут свой кофе, выходят сюда. Удобный, маленький, компактный задний дворик. Под открытым небом насладиться кофе. Супер!
На самом деле очень круто, что в Амстердаме есть такое заведение «Казак кофе». И я попробовала твой бодрящий напиток, мне очень понравился. В чем твой секрет? Мой секрет очень прост. Это когда ты готовишь кофе или какой-нибудь другой напиток, ты вкладываешь в этот процесс свою душу. Те люди, которые занимаются кофе, знают, что кофе – это не просто там зерна, это не просто молоко, это очень такой процесс. Это такая интересная смесь кофе, хорошее настроение. Совершенно верно. Опыт. Совершенно. Талгат, ты вот сам владелец и сам же одновременно бариста в своем заведении. Ты проходил какие-то курсы, учился? Расскажи об этом. У нас в семье, я и моя супруга, мы любим пить кофе. До открытия кофейни мы тратили кучу времени. По Амстердаму искали хорошие кофейни, ходили, пробовали. На самом деле, это любовь к кофе, она потихоньку переросла в хобби. Мне потом самому понравилось готовить кофе для себя, для своей супруги. У нас дома есть небольшая кофемашинка, она не профессиональная, но в то же время на ней я непосредственно учился вначале готовить кофе. А потом, когда я уже окончательно, когда решился, что я буду заниматься кофе, я непосредственно прошел обучение. Мой друг, он голландец, владелец обжарочной. Вот он с его командой, они непосредственно меня обучали. Можно так сказать, что любой бариста, он вначале получает азы, основу, и дальше уже от него самого зависит. Если он хочет развиваться, он начинает сам учиться, смотреть какие-то ролики. Бариста – это вот состояние души. Это состояние, когда ты счастлив, ты занимаешься любимым делом, ты готовишь кофе, ты делаешь людей счастливыми. Учиться можно на бариста всю жизнь, да. Я с финансовым опытом работы здесь, в Амстердаме, решил, что для меня подходит роль предпринимателя-бариста. Интересно. Так вот, спрошу, как у профессионального бариста, как готовить качественный кофе, чтобы кофеманы были в восторге? Я всегда стараюсь кофе готовить под потребителя. Самое главное, мы хотели именно продавать и давать людям кофе, который непосредственно в первую очередь нравится нам, как потребителям, да, потому что сами любим кофе. Мы не хотели бы там продавать любой кофе, который был в наличии. Для этих целей у нас был целый эксперимент. Мы, так, расскажите. Да, мы брали, получается, разные сорта кофе у моего друга, вот у голландца. Приносил я домой в маленьких пачках. Мы собирали друзей, также ребят с Казахстана у себя дома, устраивали вечерние посиделки и дегустация. Дегустация, совершенно верно. Мы проводили такие дегустации на протяжении 3-4 месяцев. То есть не с первого раза тот кофе, который у нас сейчас есть, мы его не сразу получили. Мы экспериментировали, я сам лично смешивал разные сорта кофе, я там делал бленды сам, давали нашим гостям, они пробовали, мы там записывали их мнение. Ну, то есть это такой процесс очень увлекательный, очень сложный. И в какой-то момент наши гости все единогласно сказали: вот то, что вам нужно. И после этого мы с моим партнером запустили первую обжарку данных сортов кофе, получили уникальный бленд, который мы называли «Казах бленд», чем мы очень сильно гордимся. Посетители, они уже для меня как не просто посетители, они мои непосредственно гости, которые приходят в кофейню каждый день, с которыми мы делимся новостями. И в этом плане любой напиток, когда ты готовишь с любовью, ты готовишь под определенного гостя. И ты должен знать эти тонкости. Это очень важно на самом деле. Просто наливать эспрессо и смешивать с молоком, отдавать потребителю и говорить, сколько стоит стакан кофе, получать за это плату и все, это не мой кейс. Мой кейс – это в первую очередь hospitality, это гостеприимство, это всегда теплое приветствие, теплый прием моих гостей. Вот, наверное, на что я делаю всегда уклон. И как они удивлены, когда они узнают, что ты из Казахстана, что ты открыл такое заведение? Конечно. Самый распространенный вопрос: у вас в Казахстане нету кофе. Почему кофейня? Но мы говорим, у нас нет в Казахстане кофе, но зато мы знаем, как в Амстердаме сделать качественный кофе и предоставить отличный сервис. В Амстердаме наверняка очень много кофеин, очень много заведений, где можно попробовать кофе. А можно ли сказать, что амстердамцы любят экспериментировать, вот приходя в ваше заведение, к примеру? Мне кажется, в Амстердаме очень такой требовательный потребитель. Они четко знают, какой им кофе нужен. Они даже бывают лучше, чем ты, знают, какие зерна. То есть сама культура
кофейная в городе Амстердам, ну, по сравнению с другими там частями Нидерландов, мне кажется, очень на высочайшем уровне. Со своим гостем я пытаюсь строить долгосрочные отношения, и даже работая 6 дней, там, неделю в своей кофейне, 1 день я отдыхаю, и бывают случаи, Амстердам очень маленький город, и прогуливаясь по улице, я часто встречаю своих гостей, и они просто, видя меня, машут мне, говорят: Талгат, как дела, ты отдыхаешь сегодня, проведи очень хорошо этот день. То есть это очень такая взаимная, можно сказать, любовь. Как приятно на самом деле. Да. А как вы знакомите иностранцев с Казахстаном? Иностранцы делятся, получается, я их делю на 2. Это новички, которые вообще ничего не знают о Казахстане, которые приходят, спрашивают, что означает казах, да, почему казах кофе, почему именно такое название вы выбрали. И второй, заходят иностранцы, которые говорят: о, это казахи, это Казахстан, это мы знаем, мы здесь были, мы наслышаны, мы обязательно поедем. И даже такие есть иностранцы. Был случай, когда я стоял за барной стойкой, готовил кофе, заходит голландец, молодой человек, и мне первым делом говорит: салим себе. И такое бывает. И такое бывает. И я повернулся, поприветствовал тоже на казахском языке. Он прошел и поделился историей, то, что он последние 4 или 5 лет живет в городе Астана. И с Астаны приехал к себе на родину, в Нидерланды, и первым делом пришел в кофейню. И очень таких кейсов, на самом деле, очень много случаев. Круто. Ко мне приходит пилот, который водит большие самолеты грузовые. И он, на самом деле, знает про Алмату, наверное, больше и лучше, чем я. Он со мной делится новостями, которые произошли в Казахстане. Он со мной делится, говорит: а ты знаешь, что в Алмате открылось новое заведение с такой-то, такой-то кухней? Я был там вот на прошлой неделе. И то есть очень много иностранцев, которые приходят, хотят посидеть, много узнать, поговорить. А есть те, которые очень быстро, да, даже для очень бизи людей мы стараемся вот промежуток, там, пока кофе готовится, 2-3 минуты дать базовую информацию. Там, то, что Казахстан, мы с Казахстана, мы номады, мы приехали там 2 года назад. Знаете ли про Казахстан, что это 9-я по размерам страна в мире, то, что у нас там 20 миллионов человек. Знаете ли вы город Алматы, Астана, где вы там, что вы знаете про Казахстан? И они начинают раскрываться, то есть их это цепляет. А в чем идея и философия твоего заведения? Многие говорят, что это казахская кофейня. Да? На самом деле, я могу так назвать, но моя философия звучит по-другому. Это кофейня, которая была открыта казахом. Казах-номад, можно так назвать меня, который сделал огромный путь с Казахстана в Нидерланды, не побоявшись ничего, там, переехал со своей семьей, взял на себя риск, открыл это дело, пришел в эту сферу. Это кофейня, некий микс амстердамского вайба, амстердамских кофейн с казахским колоритом, с казахским минимализмом и с казахской изюминкой, можно так сказать. А с точки зрения философии, то мы, так как являемся номадами, мы являемся путешественниками, и Амстердам на данный момент является интернациональным городом, то каждый человек, который приходит в кофейню, он может найти в нашей кофейне то, что ищет. В данном случае мы даем кофе, мы даем гостеприимство, мы даем уютную атмосферу, мы даем даже спокойствие людям. Потому что если вы пойдете в разные другие кофейни в Амстердаме, там очень бывает шумно, очень busy, да? У нас чуть-чуть отличается. У нас люди приходят, чтобы насладиться тишиной, насладиться музыкой. Музыка у нас только играет казахские мотивы, только казахша өлеңдер қосамыз. Наша философия заключается в этом. А как тебе в целом Амстердам, люди, культура, менталитет? Мы переехали с семьей в город Амстердам 2 года назад. Очень комфортно жить в Амстердаме, особенно с детьми, с семьей. У меня 3 детей, и все 3, они ходят в голландскую школу. Они изучают голландский язык, уже очень хорошо старшие дети разговаривают. И для нас Амстердам – это наш 2-й дом, и мы очень себя комфортно чувствуем. Моя супруга здесь работает, у нее своя карьера. В то же время она очень уделяет много внимания и времени кофейне, помогает мне, поддерживает. В принципе, жизнь здесь очень такая умеренная,
люди никуда не бегут, люди не спешат, люди не бегут ни за какими там чинами, они просто живут счастливо. В Амстердаме очень с погодой бывает не везет, очень пасмурно, дожди, но как только появляется солнышко, просто они берут стульчики, берут столы, выносят на улицу, сидят и просто наслаждаются солнечной погодой. И на самом деле это очень важно, мне кажется. Когда ты живешь жизнь, ты находишь баланс между работой, бизнесом, семьей, своими какими-то хобби. И Амстердам – это очень комфортное место, когда ты на самом деле где-то можешь найти сам себя, на мой взгляд. Интересно. А ты бывал здесь раньше и поэтому решил открыть кофейню здесь? На самом деле история очень такая простая. У меня супруга получила работу здесь, в городе Амстердам. До переезда мы в Амстердаме раз 5, наверное, 6 уже были. Амстердам для нас не новый город. Мы здесь уже были как туристы, приезжали. Сама идея, да, открытия кофейни, она на самом деле именно зародилась в городе Амстердам, потому что мы не приезжали, в принципе, город с Алматы сюда. Именно ради открытия? Да, ради открытия. Мы сюда переехали. Я вообще, как ранее упоминал, я финансовый аналитик, работал долгие годы в Казахстане в финансовой сфере, в банках, в страховых компаниях. И когда мы сюда приехали, у меня была там дилемма, можно так ее назвать. Был выбор продолжать карьеру в финансах или открыть что-то свое. Так как у меня опыта не было в бизнесе в Казахстане, мы, посоветовавшись с семьей на семейном совете, также прислушиваясь к мнению своих детей, да, я решил, что это очень хорошее место, и это очень подходящее время сейчас, здесь и сейчас попробовать себя в бизнесе. Вначале были мысли открыть казахский ресторан. Кстати, а почему нет? Да, почему нет? Так как мы финансисты, там, аналитики, мы поняли то, что... Все просчитали. Да, мы поняли то, что для того, чтобы идти на high level, нам нужно немножко подучиться. То есть нам нужен опыт, нам нужно, чтобы это проанализировать, нам нужно хоть как-то войти в эту область. Ведь это же сфера хорики, она очень сложная, как многим кажется, что просто так открыть кофейню. На самом деле очень много своих нюансов, своих процессов. И самый главный еще момент, фактор, мы с супругой, когда еще не были женаты, мы только встречались, мы поехали, студенческая программа была в то время Work and Travel. Мы работали вместе в сети кофеен Dunkin' Donuts. И тогда еще по приезду с Соединенных Штатов в Казахстан, в Казахстане, в Алмате было всего там пару кофеен. И мы любили после студенческих пар, мы любили проводить время в кофейне. Это был 2009 год. И были тогда еще идеи открыть кофейню. Тогда еще не было ни Starbucks в Казахстане, ни других там кофеин. Были там местные небольшие кофейни. Но потом карьера, как обычно, да, работа, семья, дети, быт. Я не скажу, что мы эту мечту откладывали. Наверное, она была у нас всегда. Просто это взяли и реализовали. А казахский ресторан – это, наверное, следующий шаг. Это тоже очень интересно, мне кажется, поэкспериментировать, открыть. Но хочется пока сконцентрироваться на одном, на кофейне. И вот в июне месяце будет ровно год, как существует наше детище, наш, можно сказать, ребенок, да, наша кофейня. Кофейня, которая впервые была открыта казахом в городе Амстердам. Вообще, мы, так как приехали в города Алматы, у меня вначале была идея открыть, связанную с горами, с Алматой, может быть, назвать, кофейню, да. Но потом я встречался со своим партнером, это голландец местный, и мы с ним, когда просто сидели, беседовали, то у меня была, я помню, кофта, на которой было написано «казах». Там. И он у меня спросил, что это означает. Я сказал, что это казах, это мы, это я казах. Я приехал с Казахстана, я казах. И потом он сказал, почему ты не назовешь казах кофе? И вот с того момента зародилось вообще само название казах кофе. Мы открывались, в принципе, как только мы решили, то, что мы открываем кофейню, и как только мы обустроили свой быт, в плане решили там семейные вопросы, детей устроили в школу, я непосредственно начал искать помещение и начал делать research, то есть я начал анализировать, начал ходить по кофейням, начал искать поставщиков, и этот процесс у меня занял примерно от 5 до 7 месяцев. И в этот промежуток времени, в принципе, все, что
в этой кофейне это все сделано лично мной. Я не знаю, откуда у меня были такие способности. Я там сам и дизайнер, сам сантехник, да, электрик, там, ремонтник. Ну, то есть все вот эти вопросы Помимо практически. основной задачи, да? Это все так гармонично совпало, то, что мы нашли помещение, потому что в Амстердаме очень сложно с коммерческой недвижимостью, это очень сложный процесс, но у нас получилось. Открылись буквально там через 2-3 недели, все делали в ускоренном темпе, потому что мы хотели быстро открыться. Многие уже сарафанное радио, потому что мы сказали одним друзьям, они передали другим, нам начали уже писать, когда вы там собираетесь открываться. Ребята с Казахстана. Было открытие 26 июня 2023 года. И пришло очень много людей. И тогда пришло, мне кажется, 90% это были ребята с Казахстана. И действительно очень был такой классный день. И Казах Кофе стал непосредственно точкой притяжения ребят с Казахстана. Были такие даже кейсы, они онлайн друг с другом общаются, друг друга знают, но никогда в реальной жизни не встречались. И Казах Кофе стал именно тем местом, где они встретились. Место встречи. Место встречи. Когда мы открывались, приходил посол Республики Казахстан в Нидерландах вместе со своей супругой непосредственно на открытие. И это, на мой взгляд, это для меня, как для основателя этой кофейни, очень такой был важный момент. То, что пришел сам посол, пожелал Ахжол, пожелал успехов. И мне очень понравилась его одна речь. Он сказал то, что ты являешься как unofficial ambassador of Kazakhstan. То есть я неофициальный амбассадор Казахстана, на самом деле. Ну, это Хорошо сказано. Да. И на самом деле это так. Через кофейню, через то, что мы здесь делимся информацией о Казахстане с иностранцами, мы тем самым хоть как-то вносим свою лепту в продвижение нашей страны. И я этим горжусь. На самом деле очень круто. Тогда, так как мы только открылись, не хватало нам в интерьере элементов декора, именно связанных с Казахстаном. И супруга нашего посла нам отправила книжки на голландском языке об Ае Кудамбаеве, которые мы непосредственно положили везде в нашей кофейне. Сейчас практически все книги мы раздали людям, иностранцам, голландцам. Они взяли у нас почитать. Кто к вам приходит насладиться кофе? И есть ли у вас уже постоянные клиенты? Постоянные клиенты у нас уже есть. Это наши соседи. Основная масса – это иностранцы, сами местные голландцы. Очень много марокканцев приходят, русскоговорящих очень много гостей. Но когда приходят казахстанцы, я как казах, я могу сказать, что у меня в сердце-то ёкает, у меня все равно в сердце теплота, и у меня я всегда, когда заходят сәлеметсіз бе, саламатсыз ба деп кіргенде, менің жүрегімде өте күшті, өте жылы сезімдер пайда болады. Так что это очень непередаваемые чувства, на самом деле. И, в принципе, я даже знаю, кто какой кофе пьет, у кого какие там события семейные, да, все со мной делятся. И это, на самом деле, это такая маленькая семья уже как бы любителей казах кофе, которые приходят с нами, делятся своими новостями, да, семейными какими-то, своими планами. 97%, может быть, 98% это все locals, наши гости. Это все местные, да. Здорово. А можно ли у вас заказать кофе с баурсаками или с казахским шоколадом? Когда было открытие кофейни, мы раздавали баурсаки тем самым нашим иностранным гостям, да, для них это все новое. Шоколад у нас тоже, на самом деле, мы не продаем его так, чтобы там, в больших объемах, да. Мы просто угощаем наших гостей. У нас в меню есть такие позиции, как казахти, казахша чай. Это чай старый. Очень много гостей, иностранцев, которые у нас пьют тармен чай. Как им такое сочетание? Первый раз для них это все необычно, они задают вопросы. Мы стараемся объяснить, то, что тары – это испокон веков біздің ата-бабамыздан келе жатқан дәстүрлі біздің чай, тармен. Многие просто влюбляются в этот чай. Секретный ингредиент – это сам тары же. В принципе, чай и с молоком. Это голландцы некоторые даже пьют сами там, чай с молоком. Но когда мы даем им тары, которые дают этот аромат, и погружают их в атмосферу кочевников, да, мы им рассказываем параллельно то, что наши там прадеды, наши там прабабушки наши, они в свое время жили в таких юртах, пили такой чай. И тем самым мы связываем людей с Амстердама, которые там привыкли к каналам, там, да, к там, розам, да, тюльпанам. Мы связываем со степью.
мы связываем со степным духом, с кочевым духом. И благодаря этому, может быть, это и есть наша такая философия нашей кофейни. По твоему мнению, какой кофе лучше в мире и какой сорт обязательно нужно попробовать? Очень сложный и очень интересный вопрос. Например, были случаи, когда ко мне заходили ребята, колумбийцы, и спрашивали, а есть ли у вас колумбийский кофе? Но колумбийский кофе очень интересный. Да. Я скажу, что в каждой стране производители кофе есть продукт, который отличает эту страну, который подчеркивает именно нотки той или иной страны. Для колумбийцев колумбийский кофе самый лучший считается. Для людей, например, которые из Бразилии, бразильский кофе считается. В разных странах разный кофе, да, разный потребитель. И, соответственно, работа в сфере именно кофе, она и заключается в том, чтобы находить именно что-то лучшее в каждой стране. Что и мы сделали. У нас нету единственное таких single blends, то есть мы не продаем там отдельно Бразилию, отдельно Рванду, отдельно там, Перу или Колумбию, да. У нас это как бы микс. Мы сделали свой бленд кофе благодаря тому, что мы переняли там нотки с Перу, нотки там с Рванды, фруктовые, там, с Бразилии взяли немножко шоколадных ноток и соединили, заправили это все казахским гостеприимством, казахским духом и получили такой бленд. Теперь давай поговорим о финансовой составляющей. Сколько стоит открыть кофейню в Амстердаме? Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Открыть кофейню в Амстердаме требует инвестиций. Помимо инвестиций требует время, сосредоточенность твоя должна быть. Так как у нас бэкграунд именно связан с финансами и инвестициями, мы умеем считать, мы умеем планировать. По цифрам я на текущий момент не могу сказать, я могу сказать от скольки до скольки, да, примерно, да? Ну да, такой вот диапазон. Диапазон цен, наверное, открыть какую-нибудь среднюю кофейню на вынос в Амстердаме начинается ценник от 80 тысяч евро и выше. Все в зависимости от того, в какую концепцию ты вкладываешься, какой интерьер ты хочешь, какой дизайн, во что именно ты вкладываешься. Но совет предпринимателям, может быть, с Казахстана ребята там захотят тоже там начинать, да, в принципе, инвестировать в рамках своих возможностей. То есть все, что здесь вы видите, это все было открыто своими усилиями. Также продолжаем инвестировать, улучшать процессы, вкладывать. Это очень такой увлекательный процесс. А в целом, легко ли было открыть бизнес в Нидерландах? Открыть бизнес легко. В принципе, сложности нет. Все довольно четко прописано. Информация есть, в принципе, есть и консультанты, есть также орган, который тебе дает эту лицензию на то, чтобы вести бизнес. В принципе, это все понятно, это все в открытом доступе, это все делается. Например, открыть бизнес онлайн здесь не удастся. Здесь надо идти именно в контролирующий орган, с ними проводить интервью, рассказывать им свою идею. Если нужно, они запрашивают бизнес-план. В моем случае они не запрашивали. Может быть, им просто понравился казах с такими светящими глазами, который хочет открыть кофейню. Может быть, они потом, когда я ушел, они, может быть, такие переглянулись, такие улыбнулись, сказали, казах, который в Нидерландах открывает кофейню. На самом деле, все досконально просто. Единственное, есть какие-то, может быть, временные, то есть надо записываться на прием, на appointment сделать, приходить там вовремя, проводить интервью, но, в принципе, сам процесс открытия, я бы не сказал, что он сложный. Да. Но введение бизнеса – это уже другой процесс. Это когда ты уже начинаешь работать в поле, у тебя каждый день появляются разные вопросы, которые ты должен как предприниматель решать. То есть ты должен непосредственно, так как я пока сам работаю на себя, я там готовлю кофе, общаюсь с своими гостями, но в то же время параллельно еще делаю работу там, по бухгалтерии, работу по закупу, работу там, по планированию, все вот эти моменты, маркетинг. То есть это очень интересный процесс. А вот касательно финансов, те деньги, которые ты вложил, они уже окупились? Очень сложно сказать, потому что в среднем кофейня, она окупается в интервале от 1,5 до 2 лет.
На текущий момент не могу в цифрах сказать, окупились ли мои вложения, но внутренне я уже окупил свои вложения в плане эмоциональные, не только финансовые. Данная финансовая модель и модель бизнеса, она рабочая. То, что мы на правильном пути. Для нас самое главное сейчас концентрироваться на качестве продукта, на наших гостях, на гостеприимстве и дальше продолжаться развиваться. И этот процесс, он нескончаемый. То есть развитие в любом бизнесе, будь то кофейня, там, большой бизнес, средний бизнес, нужно всегда крутить маятник. То есть нужно всегда двигаться. И, соответственно, нужно развиваться, и мы будем дальше планировать, как будем развиваться. У нас, в принципе, семейный совет. Каждый вечер мы с супругой уделяем определенное время и говорим про кофейню, как мы будем дальше двигаться, что нам нужно улучшить, где мы, наоборот, уже все там сделали на хорошем уровне, да, это можно оставить, давай сконцентрируемся на других вопросах. Ну, то есть, в принципе, так. Отлично. А что было самое сложное, вот когда ты начинал? Амстердам очень маленький город. Он кажется, что он такой большой. На самом деле, с точки зрения бизнеса, он очень маленький, компактный, очень мало мест для бизнеса. Коммерческая недвижимость, она на расхват. Очень многие люди на одно место могут там 5-6 бизнесменов претендовать. И мне кажется, самый сложный был момент, когда я просто садился на велосипед, объезжал город, утром завозил детей в школу, потом ездил по окраине, в центре, потом чуть-чуть дальше, объезжал Амстердам с утра в поиске подходящей локации, потому что это был самый сложный процесс. Я потратил, наверное, месяца 5-6, чтобы именно локацию найти. И это в какой-то момент, даже я помню, я приходил домой и говорил жене, что, может быть, остановимся, может, не будем начинать эту кофейню, потому что нет локации. И тогда, наверное, ее спокойствие, она мне всегда говорила: нет, не торопись. Твое место, если есть в Амстердаме, оно будет твоим. И так и случилось, что мы нашли это место. И вот спустя год, как ты считаешь, с локацией угадал, какова проходимость? Я не могу сказать, что угадал, не угадал, но локация на самом деле очень хорошая. Любую локацию делают успешно два лица, можно так сказать. Первый – это сам хозяин, который верит в эту локацию. В данном случае это я и моя супруга. Супруга больше верит, по секрету. Да. А вторая составляющая локации – это местные, которые именно живут в этой локации. И когда мы знакомимся с местными, с нашими соседями, мы понимаем, что локация на самом деле топ. То есть локация именно та, которая нам нужна. Теперь другой вопрос, самый главный вопрос – это мы должны эту точку раскачать. Я заметила, что помимо вас на этой улице есть еще 3-4 кофейни. Сложно ли конкурировать? На самом деле мы не боимся конкуренции, мы наоборот думаем, что и считаем, что конкуренция – это хороший шаг для того, чтобы развиваться. То есть благодаря конкуренции ты начинаешь развиваться, ты начинаешь улучшать процессы, ты начинаешь этот customer experience улучшать, и они открылись до нас. Да. И те постоянные клиенты их кофеин приходят к нам пить кофе. И это тоже показатель того, что им нравится у нас продукт, им нравится наш сервис. Есть такой феномен, когда многие большие гиганты, там, Burger King, Макдональдс, там, KFC, они все открываются вместе на одной локации, там, рядом с друг другом. И тем самым это аттрактит людей, клиентов. То есть создает поток. Ты привыкаешь к кофейне, ты привыкаешь к бариста, да, например. Но это также дает возможность людям пробовать что-то новое. То есть люди ходят в первую кофейню, вторую кофейню, ходят ко мне. Для нас самый главный показатель, то, что человек доволен нашим продуктом и нашей кофейней, то, что человек возвращается и еще приводит своих соседей. Вот это показатель. Мне вот еще интересен визовый вопрос. Дают ли власти Нидерландов какие-то послабления для иностранных бизнесменов? На самом деле у меня не деловая виза или как рабочая виза, да. Моя супруга получила здесь работу, и мы переехали сюда по ее визе основной. У меня такая же виза, как у моей супруги, подвязанная к ней. То есть тоже могу на законных основаниях найти работу, также могу продолжать работать там, финансовым аналитиком, также могу делать бизнес. Я выбрал делать бизнес. Мы изучаем вопрос
о деловых визах. В Нидерландах есть деловые визы, они даются бизнесменам. Есть определенные критерии для того, чтобы получить деловую визу. То есть визу предпринимателя, у нас уже есть история, у нас есть постоянный клиент, у нас уже есть потоки, у нас есть, в принципе, финансовые показатели, мы там уже бухгалтерию во все ведем. То есть в плане этого, в принципе, мы можем претендовать на стартап-визу, на визу именно предпринимательскую. И мне кажется, с этим проблем не будет. Дальнейший шаг у нас развиваться дальше, нанимать сотрудников, чтобы у нас штат был. Вот как раз я хотела подробнее об этом спросить. Талгат, поделись планами на будущее. Планы на будущее очень большие. Правильно грандиозные? Сказать. Грандиозные, да, можно сказать. На 80% планы мотивированы планами моей супруги. Она потому что тоже очень хороший стратег. Планы у нас дальше развиваться в плане расти. Так как у нас уже продукт есть, над продуктом мы в течение года его протестировали саму финансовую модель, протестировали процессы, которые у нас здесь, построили очень доверительные, хорошие взаимоотношения с нашими партнерами. Это очень важно на самом деле в Нидерландах, иметь хороших партнеров, поставщиков. Да? В будущем я лично вижу в горизонте 3-5 лет, что у меня будет как минимум 3 кофейни. Казах кофе первая здесь, еще 2 кофейни, да, в Амстердаме, и еще 2 кофейни, пока мы еще не решили где, но мы будем дальше развиваться в этом направлении. Хотим увеличить штат сотрудников, сейчас смотрим бариста уже на full-time работу, чтобы я мог немножко отойти от операционной части больше к стратегической части, планированию, развитию, продвижению. Есть определенные, конечно, сложности в плане того, что так как многие же клиенты, мои гости ежедневно, они же привыкли ко мне, мне нужно найти такого же человека, который будет не просто там готовить им кофе, но и будет с ними разговаривать, делиться новостями. То есть тот человек, который непосредственно будет также соблюдать наши ценности данной кофейни. Интересно. И в завершении хочу спросить, расскажи о каком-то, может быть, забавном случае или каком-то неординарном клиенте, который посещал Казах кофе. Приходил голландец, и он мне всегда говорил, что вот вы номады, вы кочевники, мы с ним очень долго разговаривали. Он мне говорит, почему-то я в твоем меню не вижу кофе с кобыльим молоком, или там как с кумысом, да, или там с шубатом, там что-нибудь такое. Кстати, интересная идея. Да, я говорю, я не могу такое молоко найти в Амстердаме, как я его привезу? Потом этот человек просто, испаряется, в плане его нету, 2 месяца, 3 месяца нету, я уже забыл про него. В какой-то момент он приходит ко мне с такой баночкой. Баночку, я не знаю, может быть, там было написано Product of Germany, то есть в Германии произведено. Это получается... Сухое кобылье молоко. Это кобылье молоко, оно не сухое, оно уже разведенное, оно уже готовое для употребления. И он мне говорит, сделай мне настоящий казахский кофе. И мне, получается, пришлось сделать ему латте или капучино, я сейчас не помню, но на настоящем кобыльем молоке. И он довольный, он говорит, вот это настоящий казахский кофе. Вот это вот классный случай. Я вот сейчас это вспоминаю. Для меня я сам не пробовал, но он был очень счастлив, то что он нашел это молоко. Он пришел, сам принес это молоко, сделал кофе, он его выпил. Он был такой счастливый, довольный. И он мне говорит, вот это настоящий вкус казахского кофе. Шикарно. Талгат, большое спасибо за интервью. Мне было очень интересно узнать твою историю. Вам огромное спасибо за то, что приехали, уделили свое время. Нам тоже очень приятно. Дорогие подписчики, подписывайтесь на Казах кофе в Инстаграм и на наш YouTube-канал AppKitap. Ставьте лайки и комментируйте. Пока-пока.